Друзья, всем огромнейший привет! Сегодня сделаем с вами коротенькую подборочку всяких приспособлений и секретных возможностей для мастерской. Что получится, давайте посмотрим видео. Всем приятного просмотра. Поехали! Я думаю, каждый сталкивался с такими пакетиками. Их надо либо завязывать, либо что-то делать. Это будет тема для нашей первой самоделки. Берем с вами болтик, шайбу и гаечку. Также нам понадобится вот такой вот брусочек. Наносим термоклей и приклеиваем. Даем остынуть. Наносим на брусочек термоклей и приклеим нашу зажигалку. Боевое наше оружие в действии. Поджигаем и нагреваем. Берем пакет и проходим. У нас получился с вами скрытый пакетик. Друзья, я думаю, все сталкиваются с такой проблемой, когда закручиваешь саморез в самый край доски, то у нас обязательно что делается? Правильно, лопается. Чтобы избежать этого, берем тот же самый саморез, такой же самый. Немножечко его закручиваем. И в обратную сторону прокручиваем. И теперь закручиваем его. Как видим, ничего нету. Проделаем аналогичную операцию. Берем также самый край. Немножечко подсверливаем. И в обратную сторону его опять же крутим. И теперь закручиваем его. Видите, как видите, самый вышел край. И все нормально. Тут даже до конца не докручивал, и он сразу лопнул. Я думаю, идея полезная. Принимайте к сведению. Но это, конечно, при условии, если у вас нету сверла. Ставим лайк, поехали дальше. Друзья, как видим, обломный саморез. Выкрутить его не знаю каким способом. Буду использовать вот такую вот трубочку. Это от селфи камеры. Что мы делаем? Берем ее, зажимаем в нашем шуруповерте. При затягивании она подтягивается и не будет прокручиваться. Теперь берем и просто накручиваем. И вот наш саморез уже показался. Конечно, хорошо, если сразу вы попадете в размер под шкант. У меня шкантов нету. Можно всегда быстренько отстригать. Когда подогнали шкант, я вон в ПВА-клей окунул. Сейчас его забьем. Возьмем пилу и просто пилим. Дальше можно работать. Также дальше закручивать. Поехали дальше. Кстати, немножко обработал наждачкой и прям соединение прям четко, только, конечно, рисунком не попал. А теперь, что касается нас следующее. Можно сделать так, что спрятать саморез. Поддеваем немножечко щепочку. Отгинаем и теперь. Так, берем сверлышко, просверлим отверстие. Большим сверлышком немножечко зинкану. Берем дощечку, которую будем прикручивать. Берем шуруповерт и прикручиваем. Теперь нам понадобится клей ПВА. Все это дело теперь зажмем при помощи струбцинки. И оставим подсохнуть.
И видно, что скрытые соединения, шляпку нигде не видно, и не видно даже, что было срезано дерево. Сталкиваюсь с такой проблемой, когда у нас есть скрутка, и случайно под рукой мы не находим изоленту. Есть быстро два способа, что можно сделать. Для первого способа нам подойдет прям термопистолет. По итогу получилась вот такая вот герметичная у нас скруточка. Но единственный минус, конечно, она при нагреве будет расплавляться. Ну и изолента тоже у нас будет греться. Это все зависит от того, как правильно сделана у вас электропроводка. Для следующего способа нам понадобится горелочка. Но я думаю, горелка у всех есть. Берем пластиковую крышку и нагреваем ее. Вот таким способом у нас также получается герметичная скрутка. Мне кажется, ну она, конечно, прочнее будет, чем термоклей, но более опасно, потому что можно обжечься и что-нибудь спалить. Есть у кого-нибудь какой-нибудь способ еще, если быстро нужно заизолировать кабель, подскажите, напишите в комментарии. Друзья, также много ошибок совершают многие автомобилисты, ну и кто работает с проводами, делая вот такие обычные скрутки на мягких проводах. То есть, да, мы вот все вроде скручиваем изолентой, но по факту-то получается, что у нас? Раз, потянул, и все развязалось. Можно сделать два хороших способа. Один способ вот таким образом мы просто друг на друга накручиваем. Тем самым у нас гораздо... Ну это вот видите, аж провод оторвался. Не на скрутке, а оторвался провод. То есть тема рабочая. Еще пропаять вообще будет класс. Также берем два проводка, примерно одинаковые, зачищены. Делаем на одном немножко подгибаем. И на другом аналогичную петельку также делаем. Также все подгинаем. Теперь берем, вставляем, по кругу поворачиваем, немножечко отводим назад. И затягиваем. Получился у нас хороший узел. Еще можно дополнительно все это закрутить с каждой стороны. Ну это вообще будет скрутка, только порвется на... Но опять же, видите, рвется не на самой скрутке. Какую вам выбирать, это уже дело за вами. Я всего лишь показал. Также сделано у меня вот сделана шайбочка, просверлено 3 отверстия. Вставлено все это в шуруповерт. Берем нашу импровизированную скрутку, вставляем это все в отверстие. Зажали пассатижами и начинаем закручивать. Получилась такая вот отличнейшая скрутка, прям за 5 секунд. Иногда мне необходимо сделать бараж для такого вот болта, чтобы можно было закрутить. В этом деле пригодится нам горлышко от бутылки. Берем сейчас его быстренько отрезаем. Зажали его в тесочках между досочками. И теперь берем, нагреваем нашу заготовочку.
В общем, вот так пока это все получается. Сейчас немножко подостынет. И мы это все обработаем. И потом посмотрим конечный результат. В общем, получился вот такой вот барашек. Ну, на скорую руку, да. Вот так же сделал еще один. Все прикольно. Берем на вооружение. Друзья, у нас вот получилась такая вот подборочка идей. Но идеи, конечно, все не новые, все это есть в интернете. Я просто показал в своем исполнении. Кому понравилось, поставьте палец вверх. Кому не понравилось, сами знаете, что можно сделать. Также жду ваших комментариев. Ну и до новых встреч. Пока-пока.